Слониха Лулу была на втором сроке беременности, но в этот раз роды были длительными и тяжелыми. Поэтому, когда она родила после многих часов боли и слез, персонал парка не смог сдержать криков изумления от увиденного. Когда персонал национального парка в Кении заметил, что их проживающая слониха Лулу показывала признаки скорых родов, они немедленно вызвали ветеринара, чтобы помочь ей с родами. Это был не первый детеныш Лулу, так как 2 года назад она уже рожала. Ее первая беременность застала персонал врасплох, поскольку она была тяжелой и редко проявляла признаки стресса или недомогания. В этот раз люди смогли обнаружить беременность достаточно рано. Смотрители зоопарка решили присматривать за ней повнимательнее, поэтому они были более чем готовы, когда она начала расхаживать по своему вольеру и громко трубить. Однако казалось, что эти роды будут гораздо труднее, чем предыдущие. Лулу испытывала мучительные боли в течение многих часов и не переставала кричать своей стае и персоналу, словно прося о помощи. Никакие движения, казалось, не могли ее утешить. Роды продвигались очень медленно, что делало их еще более тяжелыми. Ее крики начали разноситься по зарослям. Хищники и падальщики приблизились, чтобы увидеть, что происходит, гадая, смогут ли они получить легкую добычу. К счастью, у Лулу было стадо вокруг, образующее защитный барьер. Они тоже, казалось, очень беспокоились за нее, но сосредоточились на том, чтобы отогнать нежеланных гостей. Персонал парка продолжал ждать, надеясь, что она переживет этот ужасный момент. Дежурный ветеринар наблюдал за ней, готовый вмешаться, но она внезапно полностью замерла. Через несколько минут один из рейнджеров подошел, чтобы посмотреть, родила ли она своего детеныша, но увидел нечто совершенно неожиданное. Он быстро позвал всех, крича от изумления. Остальной персонал быстро прибежал и был поражен удивительным зрелищем. Лулу родила двойню. Это было почти неслыханно, чтобы слониха родила двойняшек. Настолько редко, что это почти никогда не документировалось. Фактически, последний зарегистрированный случай был в 1980 году. Теперь все начало обретать смысл. Вот почему она была такой большой во время беременности. Она носила 2 слонят вместо одного. После первоначального шока и волнения от вида слонят-близнецов персонал парка серьезно забеспокоился. Иметь близнецов в дикой природе большая редкость. Обычно более слабый из 2 детенышей умирает. Их опасения усугубились, когда они заметили реакцию старшей дочери Лулу на близнецов. В отличие от других слонов в стаде, она казалась довольно раздраженной появлением своих братьев-близнецов. Она совсем не проявляла поведения заботливой старшей сестры и смотрела на них с глубоко нахмуренными бровями. Персонал хотел вмешаться, но не мог. Природа работы в национальном парке означала, что нужно позволить жизни идти своим естественным путем. Обычно старшие братья и сестры в семьях слонов достаточно теплы и гостеприимны со своими младшими братьями и сестрами, однако в этой семье дела обстояли иначе. Старшая сестра топала ногами возле своих братьев и делала вид, что бросается на них. Им едва исполнился час от роду, но это не мешало ей показывать остальной стае, что она думает о них. Лулу была слишком измождена, чтобы проучить свою дочь, но, к счастью для нее, в дело вступило стадо. Слоновьи стада очень сплоченные и функциональные семьи, что означало, что Лулу могла положиться на старших членов семьи, чтобы дисциплинировали ее старшую дочь. Под внимательными взглядами персонала парка одна из старших самок мягко оттеснила молодую слониху от ее матери и братьев, нежно погладила ее хоботом и постепенно успокоила. Это было облегчение для персонала. Естественно,
Они не хотели, чтобы новорожденным был причинен вред, особенно потому, что их рождение имело большое значение для всего слоновьего сообщества. Они продолжали наблюдать за Лулу и с нетерпением ждали, что будут делать близнецы. Наблюдать, как новорожденный пытается встать на ноги, всегда было таким трогательным зрелищем. Когда один из них встал, он выглядел сильным и уверенным в себе, сделал несколько шагов вперед, но затем рухнул на землю. Однако он был очень решительным и как можно быстрее снова попытался встать. Он был довольно крупным, и персонал уже мог представить его в будущем как массивного доминантного самца. Его брат, напротив, был не таким. Ему очень трудно было встать на ноги в первый раз. Он определенно изо всех сил пытался, но его усилий, казалось, было недостаточно. Люди видели только, как его голова двигается вверх-вниз, пока он пытался поставить ноги под себя. Это продолжалось около часа, прежде чем он сдался. Это вызывало серьезную тревогу, ведь он уже должен был встать. Первый близнец продолжал неуклюже бродить, как любой другой здоровый, новорожденный, подбежал к матери, касаясь ее туловища. Его проявление нежности было очень трогательным. Она жестом подозвала его к себе и начала кормить. Но в то время, как она ухаживала за ним, будучи заботливой матерью, персонал также видел, что она тревожно ищет своего другого детеныша. Этот умный слон знал, что у него двое малышей, и он хотел помочь второму. Когда Лулу увидела своего второго детеныша, лежащего в траве, она явно встревожилась. Несмотря на изнеможение, она резко вскочила и подошла к нему, толкнула его хоботом, а когда он не ответил, начала издавать обеспокоенные звуки. Стадо заметило это поведение и постепенно начало подходить, чтобы изучить ситуацию. Они тепло приветствовали первого близнеца, проявляя физическую нежность, но когда они приблизились ко второму близнецу, их тон изменился. Их зовы стали мрачными и горестными. Они подошли к Лулу в знак солидарности и попытались утешить ее своим присутствием. Другая мать из стада вышла вперед и оставила своего детеныша, чтобы помочь Лулу. Они использовали свои хоботы, пытаясь заставить слабого детеныша встать на ноги, но он едва реагировал. Было очевидно, что Лулу и другая слониха становились все более обеспокоенными тем фактом, что детеныш не мог подняться на собственные ноги. Они начали топать ногами, не зная, что делать. Лулу начала махать ушами на своего детеныша, это явное проявление разочарования, которое не осталось незамеченным. Фактически, стадо уловило ее тревогу. Они тоже начали беспокоиться по этому поводу. Для персонала парка было ужасно наблюдать эти муки, но ничего нельзя было сделать. Так слоны переживали происходящее. Казалось, второй близнец уже не встанет, и слоны оплакивали то, что, вероятно, считали его смерть неминуемой. В конце концов, дикое животное, которое не может передвигаться самостоятельно, не более чем легкая мишень, и все это знали. Но прежде чем случилось что-то ужасное, кажется, слоненок понял послание. Поэтому он собрал все свои силы и попытался встать на ноги. Он толкался и раскачивался изо всех сил. И когда, наконец, его тело оторвалось от земли, произошло нечто удивительное. Слоненку удалось слегка приподнять тело над землей, и он приготовился снова упасть, но на этот раз все было иначе. Внезапно он понял, что мать обвела его тело хоботом и держала на ногах. Это неожиданное событие так воодушевило слоненка, что ему удалось сохранить равновесие, когда мать наконец отпустила его. Благодаря помощи своей любящей мамы он смог встать на ноги и сделать свои первые шаги. Он шел не так быстро, как его брат, но, по крайней мере, он двигался. Атмосфера в парке быстро изменилась. Впервые с рождения близнецов
появился признак того, что все будет хорошо. Стадо торжествующе ликовало, увидев, как ходят близнецы. Это было первое и самое важное препятствие в их жизни, и они успешно его пережили. Не раздумывая, один из членов персонала сделал прекрасный снимок милых близнецов и выложил его в социальные сети. Он хотел, чтобы весь мир стал свидетелем рождения близнецов и тесных отношений, которые уже сложились между членами стаи и детенышами. И с этого момента фотографии стали вирусными, получая тысячи положительных комментариев. Однако этот пост также привлек внимание, которого парк предпочел бы избежать. Все браконьеры сразу же осознали, что ценные трофеи ходят по парку на крошечных, неустойчивых ножках. Это означало, что парку нужно немедленно усилить безопасность. Фактически, только в 2017 году они потеряли 10 слонят из-за различных ловушек. Браконьерство было ужасной проблемой, с которой им приходилось бороться ежедневно. Не было ничего хуже, чем патрулировать парк и находить пойманное или мертвое животное. Они стали уделять значительное время наблюдению за новорожденными близнецами в целях безопасности, а также помогали контролировать благополучие милых животных. Благодаря рейнджерам работники парка снова заметили вялость и тревогу у второго близнеца. На следующий день ветеринар отправился взглянуть на второго близнеца. Однако приблизиться к нему было непростой задачей. Вся семья окружала его, готовая защитить от любого чужака, который попытается навредить слонятам. Они еще не понимали, что ветеринар пришел с самыми благими намерениями. Наблюдая за слоненком издалека, врач объявил, что малыш в порядке. Но когда слоненок начал двигаться, стало ясно, что его состояние определенно хуже, чем все предполагали. Но как он мог помочь детенышу, не вмешиваясь в естественный ход природы? У него было ужасное предчувствие, что произойдет что-то плохое. На первый взгляд казалось, что детенышу нужна дополнительная помощь с кормлением. Поэтому ветеринар продолжал наблюдать за милым слоненком и следить за его поведением. Спустя пару часов он убедился, что быстрая инъекция сотворит чудеса для этого хрупкого малыша. Ветеринар нашел лучшее место для инъекции слоненку и попросил всех присутствующих помочь ему. И именно тогда произошло ужасное. Слоненок ужаснулся, увидев приближающихся людей. Он никогда не видел их вблизи, а тот, кто шел с огромной иглой в руках, казался самым пугающим. Поэтому, когда он понял, что они идут за ним, он начал кружить на своих шатающихся ножках в отчаянной попытке сбежать. Ветеринары и смотрители парка обычно используют транквилизаторы и дротики, чтобы успокоить животных, с которыми им приходится работать, но этому врачу нужно было подойти близко к слоненку, прежде чем вводить добавки. Ему нужно было оценить его вес и приготовить правильную дозировку лекарства, чтобы убедиться в его эффективности. Но осмотр малыша превратился в серьезную битву. Помимо испуганного и пугливого поведения, казалось, слоненку нравилась эта погоня, как бы раздражающе это не было для врача. Это также означало, что детеныш был здоров в неврологическом плане и нуждался только в физической помощи. К счастью, он находился в идеальном месте для этого. Как только ветеринару удалось подойти к слоненку, он ввел ему инъекцию, а затем продолжил за ним бегать, зная, что физическая активность пойдет ему на пользу. И превращение терапии в игру сделает детеныша более склонным к сотрудничеству. Итак, ветеринар начал ежедневно работать с милым слоненком, пока его старшая сестра не стала копировать его движения. Тогда он смог позволить ей проводить терапию со своим младшим братиком. Несмотря на то, что рождение близнецов несколько дней назад испортило ей настроение, теперь она по-настоящему исполняла роль старшей сестры.
Она была рада, что ее мать по-прежнему проявляет к ней нежность, и теперь у нее есть еще 2 компаньонов для игр. Благодаря ветеринару и усилиям Лулу, слоненок догнал свою стаю и достиг достаточного здоровья, чтобы позаботиться о себе самостоятельно. Парк получил пару здоровых близнецов, и многие люди имели возможность наблюдать, как они взаимодействуют в своей естественной среде обитания. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.